Всем привет! Обзор на Урал, премиум линкор 9 уровня СССР, посвященный 9 мая. Его фишки — это скорострельное орудие 305 калибра. Начнем с бронирования. Как видите, это копия китайского прокачанного линкора Донфен. Но броня у Урала ослаблена. Его конечки 25 мм, а не 32. В результате сюда вас будет пробивать гарантированно вражеский линкор. И это будет достаточно больно, по 20-15 тысяч вполне зайдет. Палуба у нас 32 мм, как и у Донфена. Страдаем от фугасов и полубронебоек, а если встретим Ямато, то будет очень-очень печально. Борт Цитадель 370 мм, один лист и она торчит из-под воды, очень даже легко выбивается. Можно отправиться ваншотом и в порт, если подставить противнику филейную часть. В результате общая броня Урала не подходит для танковки и для попадания под плотный огонь. Но из плюсов это компоновка. Две башни у вас на носу, и вам в принципе не надо ставить борт. Вы и так стреляете полностью из 6 стволов, становясь носом к противнику. Прочность 72 950 и низкая ПТЗ 18%. Торпедки бьют по нам ощутимо. Вооружение советского линкора: две башни по 3 ствола калибром 305 мм. Пушки с тяжелого крейсера, не с линкора. Но их фишка — это чрезвычайно высокая скорострельность. Она выше, чем у Донфена и даже выше, чем у Петропавловска. И выше, чем у большинства линкоров раза в 3. КД 10,2 секунды. При этом у линкора есть ускорение перед КГК. Этот расходник позволит там стрелять в 2 раза чаще. И КД будет 5 секунд, что собственно с Демойном. Поворот на 183,1 секунды, рассеяние 172 метра, дальность стрельбы 23 км. Линкор достаточно точный, точность здесь крейсеровская, похожа на Москву. Стрелять на 23 км легко, потому что баллистика советская, снаряд летит быстро. Но расплата за такую высокую скорострельность стала потеря урона наших боеприпасов. Они хуже, чем у китайского Донфена, причем значительно, примерно на 1/3. Максималка фугаса всего лишь 3000. А пожар 18,8%. Бронепробитие 51 мм. Да, мы будем поджигать, но разовый урон хуже Донфена. ББшка еще сильнее пострадала. Максималка в Цитадель всего лишь 6000, тогда как у китайца 9000. И даже если мы пробьем несколько цитаделей, то для противника это будет не столь ощутимо. При этом не хватает убойности. Пробивать цитадели линкором сложно. И часто их бронепояс наши снаряды танчит. А вот по крейсерам мы бьем неплохо. Наши снаряды пробивают средний класс, взводятся, и за счет высокой скорострельности отвернуть борт условному ЗАУ перед Уралом будет очень тяжело. А если он продолжит идти носом, то вы можете его сжигать. Также у нас оверпанч 16 мм. Можем пробивать в нос Минотавр, Нептун, Далянь и прочие легкие крейсера. Вот, оценили в 79. Здесь дальняя аура бьет на 6,9. Постоянный урон 272. Небольшой. Заградки нет. И линкор крупный, уязвим для авиации. Особенно для бронебойных и фугасных бомбардировщиков и торпед. Так что если в боях есть авик, играйте с командой, иначе в соло не отобьетесь. Максимальная скорость хода стандартная 30,7 узла. Циркуляция 860 метров, перекладка 16,2 секунды. Но так как у линкора все орудия в носу, то управляется он легко. Маскировка значительно хуже, чем у китайца. В этом билде светится он с 15 км, тогда как Донфен раскачивается где-то около 10-11 км. И добавить сюда более худшую броню, поэтому выживать на Урале намного тяжелее, чем на Донфене. Переходим к нашему снаряжению. Здесь обычная аварийная команда, не советское аварийное подразделение. 4 заряда ремонтных команд с суперинтендантом и ускорение перед КГК, свойственное французским кораблям, на 16 секунд ускоряет КД пушек в 2 раза. Классный расходник, грамотно его используем и расстреливаем противника в борт. Билд у вас на экране. Здесь усиливаем наши пушки и ставим разгон в 4-й слот. Кэп. Вам пригодится улучшенный заряжающий на этом линкоре must have, чтобы вовремя подключить ББХи или фугасы. Дальше возьмите поворот орудий. Пушки без него наводятся долго. Естественно, 4-ю хилку.
повышенный контроль ремонт команды, и я вместо маскировки взял неистовый перк. Когда мы горим, усилить нашу перезарядку, что хорошо скажется на набивании урона. Подготовили советский тяж. Давайте переключимся на бой. Карта «Два брата». Играю в ордере точку А, иду вперед. Работаю по Марко Поло. Слева Нептун, кстати, удачная цель, так как обшивка 16, можно бэбэхами поработать. Справа Далянь, опасен, есть торпы. Урал очень напоминает Бородино. Такая же компоновка. 2 башни по 3 ствола в носу. Оконечки 25. Туда нас очень больно линкоры пробивают. Но у Бородино калибр 4.6. У нас же 305 и скорострельность в 3 раза выше Бородино. И скорострельность параметр решающий. Урон за счет скорострельности Урал набивает хороший. У меня сейчас средний 150-160, но может даже чуть больше. Но есть проблема. Разовый урон у нас низкий. ББшек коэффициенту всего лишь 6000. И если рассмотреть другие пушки 305 калибра на данном уровне, то Урал проигрывает всем. У Донфена урон выше. У Аляски льготные углы и очень сочные залпы. У Кронштадта орудий больше, тоже урон повыше. У нас только скорострельность. Но по этому параметру мы превосходим Кронштадт, Аляску, Донфен и вообще почти любой линкор. Ну, есть, правда, Иллинойс. Но Иллинойс калибр меньше и баллистика с американского Демойна. Зато у американцев в 2 раза больше орудий, и, честно, Иллинойс мне все же нравится чуть-чуть больше. 12 стволов это тебе не 6. Залпы Урала не всегда больнючие. Зачастую даже в борт это какие-то 5000, 6000, где-то не пробить. И линкором он особо на средний дальний дистанции ничего не делает. Но по крейсерам опасен. Из-за скорострельности и расходника развернуть борт перед Уралом, ну, без сыт практически невозможно. Потому что у крейсера окна не будет увернуться и не поймать ББХи в борт. Убойность для пушек, ребят, здесь как будто не 305 калибра, а столов Риги 220. То есть представьте, что это Рига, но в корпусе ослабленного Донфена. Если сравнивать с китайцем, то нас задумали больше в урон, так как у нас лучше дальность, точность, скорострельность. А вот Донфенг гораздо круче по выживаемости. Если сравнивать с Уралом, у него лучше маскировка, оконечки 32, и туда его линкоры не будут приводить, ну, конечно, кроме Ямато и так далее. И читерные ремонтные дивизионы, позволяющие Донфену установить кучу очков прочности. Урал таких фишек и лишен. Впечатление: линкор конкурентоспособный и набивающий урон. Я ему могу поставить ранка. Но со временем играть на нем станет, наверное, скучно, потому что это не линкор. Из сочных, мощных, красивых залпов и ваншотов, как на классической Айове, Ямато, ну, здесь такого почти не бывает. Ты ковыряешь с небольшим уроном, но с высокой скорострельностью. И от такого геймплея устаешь. Хочется разовый мясной урон с 2 цитами и отправкой в порт. Но это не про Урал. Поэтому я бы предпочел, если честно, даже Айову. А еще кусачая цена. Чтобы получить Урал, вам нужно открывать ячейки, вытаскивать ключи, переходить на новые этапы. И в конце Урала за, по-моему, 75 жетонов советских. Суммарно там нужно немалое количество денег. Кому подойдет Урал? Ну, если вам нравится геймплей китайского Донфена или Тингуна. Если же вы предпочитаете обычный линкор, то точно Урал вам не нужен. Итак, первый килл Марко Поло. Почему я решил этот бой вставить? Он очень показательный. Здесь мы выбьем несколько цитаделей, поподжигаем, но при этом и сами получим от Корнилова, что подчеркивает нашу слабую броню. И круговая у нас плохая, и бортовая. Слой 370 легко выламывается с линкоров. И с
тяжелых крейсеров типа Сталинград, Петропавловска. Самая главная особенность Урала — это встретить одиночку бортом на дистанции километров 8. И сейчас мы займемся этим. Справа на точке С Донской, Атага. Я сдаю назад с расчетом остановить их наступление первого же орудия. И у нас еще есть пару расходников, позволяющих в течение 16 секунд стрелять с КД Мойна. Ну, у крейсеров на такой дистанции шансов мало. Коронная дистанция Урала средняя. Почему? Вдалеке стрелять уже не так комфортно. При этом у нас орудий мало, пробитие сильно падает. Вблизи, да, прикольно, но и нас могут быстро потопить. Торпеды, авиация в нос будут кидать. Вообще в клинче это точно не для Урала, и опытные противники вас, наверное, быстро положат 25 ББХами, с линкора прибьют, либо с крейсера будут выжигать. А вот средний, где мы можем вроде как и пожить, не так легко нам выцелить оконечки, но при этом и стрелять там гораздо комфортней. Средняя лучшая дистанция для Урала. Ну, это километров 10, плюс-минус. Пробития хватает на 10, баллистика, точность, все максимально лучшим образом на 10 и раскрывается. Геймплей Урала — это такой дот. Подошел к острову носом, не показываешь борт и стреляешь из двух батарей 305-го калибра. Вовремя, конечно, смотрите за боем, где нужно продолжать поддавливать. Очень аккуратно, потому что корпус у нас слабый. Ну, либо бегите, если красные победили и наступают на вас. Но, к сожалению, скорости, кстати, у Урала мало, и в отступлении он не очень, потому что стрелять вам с кормы тупо нечем. Поэтому это дот. Дот, стоящий носом и блокирующий противника. Ошибаюсь по вертикали. На самом деле, если бы я стрелял точнее, то, наверное, уже бы убил японский таг. Он должен кинуть торпеду, поэтому я отправляю бочку. И сейчас эти крейсера закрыты островом, но это ненадолго. Они не понимают, что происходит, и дальше идут бортом. Чтобы раскрыть Урал, постарайтесь сюда посадить элитного кэпа, обязательно с улучшенным заряжающим, потому что критически важно здесь вовремя стрелять фугасами и ББшками. Также, если есть талант трофейное снаряжение, то когда у вас 4 союзника в команде отправятся кормить рыбок, то вам дадут еще по одной хилке и по одному ускорению пятки ГК. Хилок в стоке маловато, 4. А ускорение перед ГК 4 очень хорошо реализуется, потому что откат у них быстрый. И все 4 за даже короткий бой можно прожать. Но делать это грамотно. Ускорение перезарядки нужно нажать либо если вы хотите кого-то переподжечь, либо если явно противник бортом, он точно не отсветится. Это важно. Не путайте момент, когда вот противник виден, вы жмете ускорение перезарядки, он отсветится, и вы просто никуда расходник тратите. Урал не очень полезен для команды, если честно, потому что влияние на бой минимальное. В отличие от Бородино, здесь нет РЛСки, вы чисто огневая поддержка. И если останетесь один, то бой точно не затащите. Вам нужны союзники, эсминцы, кто светит и кто прикрывает. Как контрить Урал? Нагружайте с авиации, с торпед, сжигайте и стреляйте в оконечку 25. Она у него очень огромная, кстати. Корнилов носом, я его сжигаю и резонно нашу скорострельность. Основной калибр получили, сейчас будет и поддержка, бой выигран. Почему я вставил этот? Из-за мультимоментов и хронометража. Но были бои с большим уроном и даже 250. Что подчеркивает хорошую возможность Урала набивать урон. Но и на Йове я могу набить 250, и на Ямато. Но геймплей на этих легендах приятней, интересней, круче, чем на понерфных пульках Урала.
Но не поймите меня неправильно, Урал особенный, нестандартный, но линкор с хорошей возможностью набивать дамаг. Просто лично мне не особо интересен. Но может быть вам он будет прям для вас лучшим кораблем. Победа. Забираю последнюю точку Б. Ну, последнее действие в бою, вернее. Пишите, куда же думаете по Уралу. Да, дорого, но возможно потом он появится в новогодних ларцах. И вдруг он поведет, и вы его когда-то получите себе в порт. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Удачи. Побед. Пока.